а воно ще 15 років простоїть. І в ньому будуть такі вікна, які повинні бути, да, там. І такий салон. Ніхто це не зламав. Криша накрита, да, якою воно і було. Частина якась. Ну, давайте це класична річ. Хорошо сидеть на свете посреди Я земли, хочу дождаться, когда часы. а вокруг крапивы эти конопли, эти белки, эти волки, эти пауки, эти палки, эти елки, эти хомяки. Не, хорошо, хорошо, хорошо. Вообще Висбаден прекрасный город, замечательный город. Ну, ідеальне місто. Я сейчас с содроганием вспоминаю, как мы настоятельно хотели во Франкфурт просились. Ну, ми ж думали, що там Ну, да. гуртожиток, і ви. Это небо, этот ветер, реки, города, чердаки, квартиры, эти провода, эти леди, эти сэры, эти, как их там, Магараджи, миллионеры, там-тарам-тарам. Так что вот так. Ну, в общем, смотри, меня уже видно. Я уже не просто зеленое пятно. Ах ты мои щечки. Что, мерзли щечки мои? Замерзли щечки? Где мои бусики? Пойдем, зайка, домой. Пойдем. Осторожно только. Да, домой, да. Ах ты мой, осторожно. Война? Нет, не так. Москва, война, Пушкинская площадь, автозак, Белгород, Волчанск, Харьков, Кишинев, Мадрид. Німеччина. Ну и сейчас уже, да. Заняли у Николая денег. Думаем, ну не гоже, что мы кормим одним хлебом гостей. Ну, понятно. Надо. И с утра Зая сбегала, картошечки принесла. Это брокколи была у нас. Так что богатый стол. Но хлеба зато нет. Забрал у испанцев. Я, правда, из него извлек бобы и оставил только помидоры и айсберг. И вместо всего этого воткнул туда огурец. Вот так. Ну да, и по-нашему он с майонезом, а не с оливковым маслом. Тут в Німеччині оці балкони йдеш, а вони окрема кімната просто. І ми думаємо, що от якщо квартиру, то треба, щоб отакий балкон. Які молодці, все для людей, що не лижні палки стоять на балконі, а в людей там палісадники, всякі ці, що там, столики, диванчик навіть буває.
Ой, вот когда еще вот эти вот барбекюшницы стоят, не газовые, не электро, а вот эти вот печи, вот эти вот условные, такие вот из кирпича и глины. Это прям ти шо. І ото балкони тільки дивіться і думає, так, отут би ми б жили. Да. Не, балконы прям загляденье. Так как это отдельная территория. Я бы на лето, наверное, его оккупировал собой. Чого? А мною? Ночью. І мною. Не знаю, ты в плюс 52 спала под одеялом. Ну так що? Хочешь, я тебе покажу фишку, только наша фишка. Мы изобрели, как держаться за ручки. А, да. Это, смотри, это такая система, короче. Вот так вот берешь пальчик, кися берет, а я забираю кисину руку. І отак. Система. Удвох я тримаю. Але це круто. Я как-то попытался, сказал, что я должен научиться делать сам, без твоей помощи. Чтобы просто взять, закрутить. Зая обиделась, сказала, что значит без моей помощи. Ну так, я була. Ты что, собираешься где-то без меня ходить? Ну а що, мало ли? Вон балкони, гляньте, подвійні. І з цієї сторони, і там. Ну, Вообще. Мабуть, як наша вся хата, один тільки балкон. ах ты какой! Егор, Хунтхен, да? Хунд. Ну, хунт, а Хунтхен, ласково да, Хунтхен. 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 Ты все такое красивое сидишь, бородатое. Алло. Ты все такое холесое. Ты собака холесая. Хунтхен. Лапочка. Ай, ты лапка какая. Ай, собака. Ах ты собака, балабака. Ах ты лапушка. Ах ты маленькая. Ах ты. Ай, ты холесый какой. Zuko. Зука. Сок. Зука. Ай ты. Ты лапушка. Ты лапушка. Пойдем с нами. Danke schön, have a nice day. Пофарбований. Отак, умний дом. А це ми вже собі прикрасили. Щоб видно, хто живе. За ці 3 роки ми багатенько поїздили. Декілька країн, декілька різних менталітетів. І все це непросто іноді. Буває по-всякому. Але от в Німеччині опинилися і хотілося б тут лишитися, щоб стабільність була. Хоча можна б сказати, що ми вже звикли тягатися туди-сюди. Ото 2 валізи, жовта і зелена, і нас 2. Така звичка. Не треба, щоб вона була. Треба вгамуватися, хочеться вже. Отак. Та тому що, я просто знаю, що зайдеш, а завжди ці працівники такі: у вас тут справки не хватає, то це все, о Боже. Може тут не так, все ж таки, там прогресивна Європа така. Жінка, та що документи приймає, в нас побігла з нашими паспортами взнавати, як нас оформлено. У них ж нестандартна ситуація, як завжди. Переживаю. Все будет хорошо. Да будет. Миллион людей приехали, все нормально. Та що? Теж непросто, звісно. Такая же херня. Малята.
хоч покурити. Купу бумажок треба. Да А дело у не в нас том, не что все нужно е. кучу бумажек, а дело в том, что каким-то образом один хер умудрился нахерячить в моих документах. Наробили помилок. В мене начебто щось нормальне, а в Алекс щось якось не так. Хоча ми як одна сім'я фігуруємо у всіх цих установах. Выясняется, что моя жена замужем за мной, я ни хера не женат. И Ну я при так. этом еще украинец. Я замужем, але невідомо за ким, а Алекс взагалі ні на кому не одружений. І щоб це змінити, це буде аж 15 липня, 15 іюля, тобто через скільки? 1,5 місяці, виходить. А в міграційну йти наступної п'ятниці. Сейчас июнь заканчивается. Через месяц. Через місяць. Ну добре, нам наступного тижня йти в міграційну, а через 3 тижні йти сюди, щоб для міграційної зробити якийсь папір. Так що, не знаю, наступної п'ятниці підемо, будемо клянчити, щось просити. Христа раді, як завжди, увійдіть в наше становище. Ну, от це все. Алексей, есть что тебе сказать? Да, но я не скажу. Злиться. Ну, нет, наверное, злость уже прошла. Ну, основная часть злости. Ні, в мене от зараз тільки вскипає. А что осталось? Ну, так, неприятненький осадочек. То, що ми стільки готувалися, 2 тижні нервували. Собирали документы, мы постоянно проверяли, все ли у нас есть. Мы постоянно ходили к социальным работникам. И все у нас нормально, и все у нас замечательно. И в итоге, Все легко. как всегда. Злой Алекс. Ну, буває. Буває. А, Кося. Кто это? Боже мой, кто это? Меня зовут Николай, я из Украины. Как началась война, я уехал из Одессы по простой причине, потому что не убегал от войны, а уехал в Кишинев оперировать ногу. Там же я познакомился с Алексом и Галиной. Получилось так, что они уехали в Мадрид. Вот, спустя некоторое время я уехал из Кишинева в Бухарест. Но, видимо, должно было так случиться, что пути должны были пересечься, наверное, не знаю. Потому что, получается, в конечном итоге мы оказались здесь, в Германии. И я уже, в принципе, решился остаться уже тут. В Украине у меня остались родители, то есть это мама, папа, это брат, у него тоже своя семья. Не скажу, что с братом сильно часто общаюсь, очень редко, потому что он не совсем поддерживает меня, то есть он категорически против таких людей, как я. Я просто ЛГБТ, гей. Ну, я не скажу, что я афиширую, но я и не скрываю,
кто не хочет разговаривать, общаться, ну, я не настаиваю. Вот. По большей части, кто остался со мной, так это девочки. Вот, есть пару знакомых. Вот, да и, собственно, мне больше никто и не нужен. Да, был у меня парень, я прожил с ним 7 лет в Одессе. Ну, получилось так, что он там остался, я уехал. Ну, они живут в частном доме. Не скажу, что окраина города, но и не в центре. Там более-менее спокойно. Вот. И не знаю, как-то вот за них я более переживаю, нежели за себя. Хотя я тоже чужая страна, никого не знаю. Хороший парень. Ну так, хороший. Добряк и пиздюк. Насчет Алекса и Галины хочу сказать, что таких вот людей очень, очень сложно найти в наше время. Их практически нет. Ну, в моем случае, не знаю у кого как. Очень хорошие, отзывчивые люди. Вот. Подобных людей у меня раньше не было. Друзей таких, скажем, да. Познакомившись с ними, как бы я для себя немножко вот открыл что-то новое, скажем так. Потому что я на самом деле замкнутый человек. И далеко не всем все рассказываю. Они вот как-то... Почему-то в них я уверен. У меня была подруга. Ну, она поддерживала, мы встречались там, ну, встречались в плане, виделись достаточно часто. Она мне помогла в определенный период моей жизни, приютила там у себя, когда мне негде было жить. И, ну, никогда не заходил вот как-то разговор обо всем вот об этом. Вот, да, они знали, кто я, они с парнем, у них там своя семья, как бы, ну, и мы дружили, общались. Общались, и все хорошо. И потом случился день рождения. Твой или мой? Ну, не мой, да? Мы, естественно, позвали Зайных друзей, ну, уже на тот момент наших общих. И, естественно, я говорю, ну, сейчас позовем, короче. Я звоню, говорю, вот так и так будут. Такая-то семья будет, такая-то семья. Ну, естественно, все однополые семьи. Ну, он говорит, ну, вообще-то мы этого не одобряем. Я говорю, ну, подожди, мы как-то вот... Вы же с нами-то общаетесь, вроде все нормально. Вы друзья, но это не значит, что мы должны терпеть всех остальных. Ну, собственно, это был последний наш разговор. Ну так. Собака привязывает, я собака, да. Собака привязывается к человеку, а кошка привязывается к месту, где она живет. Вот я собака, потому что все, почему я мог бы скучать в России, это моя покойная мать. У моей мамы были друзья. Очень хорошие друзья, которые относились... Ну, короче, ЛГБТ. И там один мужичок попал попал в изолятор. Его собирались уже отправлять в тюрьму, как... Ну, за мужеложство, или как там эта статья называлась тогда. И, собственно, они слезно умоляли сказать, что они вместе, и жениться, там, расписаться и все такое. Ну, в общем, сделать фиктивный брак. Мама согласилась, потому что друзья попросили. Так у меня появился отчим. У меня всю жизнь были волосы по самой пятке. Коса, значит, все как положено. Мама мне не давала стричься. Сказала, 18 лет исполнится. Вот тогда делай, что хочешь. Исполнилось мне 18 лет. Первым делом подружка меня... подстригла. Мы еще с ней так отметили мой день рождения. Я пришел домой совершенно в нетрезвом состоянии и сказал, мама, я лесбиянка. Мама сказала, разберемся. Потом об этом. Ти що? Ні, шикарний. Ой, я теж його хочу надіти. Доброго вечора, ми з України. Давай мне этот, на. А що?
Ну ти ж хочеш його надягти? Ні, я тобі цей, а мені цей. Надівай. Ні, ну я цей хочу Господи, поносити. Кися. Не всі хочу. Ну я понимаю, я и умный, и красивый. Мы же пришли на праздник, значит, надо веселиться. Поэтому Зая веселилась. Я танцювала. А я вот это вот как стал камнем, ну, в смысле, меня все раздражает, меня бесят вокруг люди, меня бесит музыка, меня бесят эти запахи. Я не получил, ну, я не увидел того, на что я шел. То есть я не видел вот этого шоу, я не видел этих костюмов, я не видел этих людей. Это не было интересно. Это просто поток людей под музыку с флажками. Ну да. Это лишний раз дало понять, что в толпе ты не чувствуешь себя свободным, в толпе ты чувствуешь себя зажатым в эту толпу. Я не дуже люблю таку музику, я вже втомилась від неї. Ну ладно, танцюємо далі. Меньше всего я думал, что под сраку лет я буду ходить махать флажками в толпе под громкую музыку. С одной стороны, это прикольно, это круто. А с другой стороны, блядь, я уже старый для этой хуйни. Поэтому я не знаю. Не, ну вообще прикольно. Я вижу, что нас много. Пожалуй, живя постоянно в заточении, и ты всегда думаешь, что ты не такой, как все. Но когда ты видишь, что вас не одна тысяча, не один десяток тысяч, то все становится нормально. Ми просто ледь тягли ноги. Отака голова якась квадратна. Отак ішли, язик отут десь тіліпається, і ми так от думаємо, ні, більш ніколи. Щось стільки людей, стільки шуму, всього. І просто ходиш з тим прапором, трошки потанцюєш, потім ще потанцюєш, а потім вже хочеться лягти. Ми просто втомилися, і ми зрозуміли, що такі два глибоких інтроверта, якими є ми, ну якось це не дуже наша історія. Подивились, сфоткались, сходили і, мабуть, до побачення. Отак ми віднеслися. Я предлагаю другую песню. Яку? Wiesbaden. Oh, baby, Wiesbaden. Я понял, что меня очень сильно смущают и делают не сильно неловко обнаженные тела в массовом скоплении людей. Я отворачиваюсь всегда, например, когда переодевается моя жена. Ну, я не знаю, с чем это связано. При этом сам я могу спокойно, мне пофиг. Почему тебе хотелось сменить пол? Ну, как бы... Да, сейчас уже и смысла нет. Это было на самом деле очень сильно актуально, когда ты не мог... Хотел, но не мог жениться. Сейчас я женат.
Да, я хочу сменить пол, но это не критика. Это на уровне «да, я хочу». Да, я уже старый, черт возьми. И находясь в Европе, я понимаю, что наличие сисек не делает из тебя кого-то другого от того, кто ты есть. То есть ко мне обращаются так, как я хочу, ну, как я говорю о себе. Мою жену называют моей женой. Слава богу, с этим проблем нет. Для меня существует культ семьи. Я не знаю, наверное, странно прозвучит. Я воспитывал себя по книжкам. Причем по книжкам, где джентльмены, рыцари, вот это вот все. Я пытался это все в себя вобрать, и для меня очень важен культ семьи, для меня важна жена, для меня важно заботиться о ней. Чтобы всегда вместе, во всем вместе. 4 километра за тумбочкой вместе, там, я не знаю, в музей вместе, вообще все вместе. И да, для меня это было важно. Я хотел, чтобы я был муж, у меня жена, і у моєї жени був муж. Так. І оскільки це співпадання, отаке, я вважаю, що рідкісне. Це не часто так буває, щоб всюди разом, як ото кажуть, шерочка з машерочкою. То треба, щоб воно вже було по всіх фронтах. І на папері теж. З печатью, там, апостиль чи що, щоб воно було. Хай буде. Брак для меня – это то, что составляет, собственно, официальная семья. Что всеми людьми мы воспринимаемся как семья. Не партнеры, не друзья, не они живут вместе, не это две лесбиянки, а семья. Просто семья. Обычная семья. Так. Со всеми правами семейными друг на друга. И все. Берете ли вы в жены Гали? Yes. Perfect. All right. Yes, I do. Now put the ring on her finger. Теперь можно кольцо надеть. Я всегда говорю, что когда я тебя встретила, это было полное и прямое попадание во всем. И я хочу, чтобы оно продолжалось до конца наших дней, и чтобы, как сказка, как в один день, но до этого, чтобы мы прошли долгую и счастливую, и радостную жизнь. Я тебя очень люблю, принимаю таким, какой ты есть, и всегда с тобой, и всегда на твоей стороне. Awesome. Okay. Короче, смысл в том, Сейчас. что вот это, двум взрослым людям на 2 недели, один из которых я. А я терпеть не могу вот это все сладкое. Короче, сейчас мы распаковку сделаем. Вот это, кстати, это нам Коля подогнал, ему дали это беличье мясо. Вегетарианское мясо, рагушка. Мне очень нравится сурочек или кто тут, хомячочек такой клевый вообще. А само оно выглядит, в принципе, нормальный гуляшек. Соевое мясо вполне. Так, тут у нас тут булочки. И соль нам дали, да. А там же как? Сырные чипсы. Пачка макарон. Так я бы уже давно пошел. Може не ставить, хоча б щось там Латте. якщо треба. Латте? Вот, тут 2 пакета, 2 баночки латте. Чтобы наверняка мы выжили эти 2 недели. Не дай бог сдохнем с голоду. А на кусі тобі таке дає? Да, одна баночка. А, це на двоїх, 2. В общем, баночка энергетического напитка. На 2 тижні. Чтоб выпил и как дал вот это вот с пропеллером по всем соцслужбам. Подожди, нет. Опа. О, от чого вона бананів мені не дала. А сейчас начинается вообще самое интересное. Господи. Одну редиску дали. Кому? Может, салат? Так. І що все? Аня?
Друг мой. Хочешь кушать? А, нету. Сейчас организуем чаечек. Вон гэцики же. Кися называется гэцики. Вообще, на самом деле, история этой штуки прекрасна. Это беляши. Без ничего. То есть это тесто от беляшей. Ну, У нас становище зараз скрутне. чим багато. І воно довго вже скрутне. Ми такими галожопими не були ніде за 2,5 роки, ну але так і так. Так що, отакі діла поки що. Тільки викрутишся з цього всього, що-то знову трапляється таке, що знову денег нема. Так що Нормально. Понюхай. Я хотел стать химиком. Я отлично учился, у меня по химии были пятерки. Я сдавал экзамены на 5. Ну, собственно, я хотел пойти и открыть какое-нибудь там лекарство, элемент там какой-нибудь химический, там, я не знаю, что-нибудь там. Мне нравились опыты, мне нравились вот эти моли всякие, вот эти вот. Ну, мне прям нравилось. Поэтому я стал химиком на кухне. Так, теперь надо это... Заюшка, а ты можешь мне, пожалуйста, помочь? В какой-то момент я подумал, ну я же люблю готовить, почему я, собственно, ничего такого не готовлю, кроме как пицца и жареные сосиски, ну, условно, да? Я думаю, нет, надо это дело изменить. Я пошел, ну, стал ходить по заведениям и спрашивать, не нужен вам повар? Не нужен ли вам повар? И в одном заведении мне сказали, да, нам нужен повар. Я сказал, отлично. Они говорят, какой у вас стаж? Я говорю, ну, 3 года примерно, ну, вот так вот. Ну, это было давно. Они такие, о, нормально подходит. Я не работал никогда. Мясо любит сливочное масло. Так. Масло на ощупь. Осторожно. Горячо. Это был бар. Такой хороший бар, если честно. Я любил его долгое время. Но я, в принципе, люблю бары. Мне говорят, ну, вы что-то приготовьте, допустим. Вот, по меню сделайте вот этот салат там. Мы посмотрим, как вы делаете. Я говорю, я, конечно, сделаю, не вопрос. Но в каждом заведении делают по-разному. Вы мне скажите, что у вас входит в этот салат? А я в душе не ведал, что входит в этот салат, понимаешь? А то, что висит в меню, да, салат Цезарь, там еще какой-то салат там, ну, для меня это просто название тогда было. Они говорят, ну, вот то-то и то-то. Я говорю, ага, отлично. Ну, собственно, по набору продуктов я и сделал салат. Им понравилось. Еще минут 5 и все. Я сначала думал, что я хочу быть поваром, потому что я люблю готовить. А я люблю готовить, это правда. Но оказалось, и до меня это дошло, наверное, вот буквально, может, последние несколько лет. Коли я з'явилася. Я люблю кормить. И я люблю не просто кормить, а я люблю вкусно кормить. Поехали. Плюс я же говорю, я 3 года не готовил. Нічого, в Харкові готувала. За, я и здесь котлеты жарю. Я не считаю, что это я готовлю. Пусть дальше будет только лучше, пусть дальше будет все больше и больше таких ужинов. Пусть. И это вот, значит,
Сначала первый ужин, потом еще один, потом оп каждую неделю, потом оп ресторан. Вот пусть по такой как бы траектории все развивается. Пусть больше и больше таких позитивных моментов будет, потому что вы этого правда заслуживаете. Спасибо. Всего самого хорошего, все очень вкусно. Спасибо большое. Ой, так гарно сказала, ты что, такий тост прямо кудрявый. Маму мою на тот момент еще, у меня мама умерла в 2004 году, а в 2002 году ее записали как умершую. Ну, и оставался один я, но со мной они поступили очень просто. Они просто как-то вечером пришло 2 мужиков, сказали, собирайтесь, поехали. Я говорю, я никуда не поеду. Они, в любом случае, они затащили меня в эту машину и отвезли. Я уже там ехал, рисовал себе дырки в голове, думаю, где я тут буду лежать, хер его знает. И в лесу говорит, подписывай документы. На тот момент я с девушкой был, проживал там у себя на квартире. Я говорю, нет, я не буду ничего подписывать. Они поставили вот так вот пистолет и говорят, давай, говорит, либо сейчас тебя здесь, либо там ее. Подписывай. Я подписал. Они кинули мне что-то под ноги и уехали. Ну все. А под ногами было... Ой, смешно сказать. Гроші, яких вистачило на дім Щоб купити дом Слов'янський. Так. Слов'янський, який зараз прифронтова територія. Гейбен the Beat абсолютно... Гейбен. Гейбен. Дайте мне, пожалуйста. А я Еще раз. Гейбен. А? А я говорю Гейбен. 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 G-E-B-E-N. Нет, я не говорю Гейбен, я говорю Гибен. Гибн. Гибен. Но это, вот это не совсем правильное просто произношение. Потому что S гипт, но Гейбен. Потому что Z это как бы оно... Значит, то, что... Гейбен. Гейбен. Гей. Гей, а на Коси и Бен. Да. А на Коси Бен. Гейбен. 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 Чим більше балкони, щоб квадратна кімната, і потолок такий височенький можна. І все. А мы как-нибудь покажем. Угу. Ты представляешь, они обрезают калину. Здесь вот, калина. И вот мы сейчас прошли там по улочке, там калина. Мы, правда, уже насобирали себе чуть-чуть. Пакетик. Да, на зиму там заморозили. Они взяли ее и обрезали. Они ничего с ней не делают. А вони ж не знають, що це. Они грибы тоже не собирают. Да. Токсик, блин. Да, каже, це very toxic. Що токсик? Це ж ягоди. Тут после дождя убийца будет. Нас уже один раз погнали отсюда. Так, все Всё. подряд. Правильні глаголи, неправильні. Вот, Аня, дивись. Вон що. Це тренировка. Просто еще в том чуть-чуть проблема, что мы хотели бы говорить и побыстрее, и правильно, и быстро. Да. Да. Их дарф. Ду. Крикст. РЗС крикт, ви криген, и крикт, зи, крикт. Да, вот. И вам не обязательно вообще, вы не знаете глагол, первый раз увидеть, но вы из-за того, что правило одно и то же, По оно работает. таблице. Всё. Так что такое криген? Это нравится. То есть в немецком мы не говорим «я люблю здесь», мы не говорим Вот «ich так liebe пишется. essen». Да. Мы не говорим «ich liebe essen». То есть это значит, я прям, я не знаю, это моя страсть всей жизни. Есть, Та що понимаете. буває, що і страсть. Хотеть. Это нравится. Нравиться. Давайте я вам скину учебник. У вас есть какой-то учебник, нет? Давайте я вам скину учебник. Именно хорошо. вот, или я просто отправлю какие-то упражнения, то есть вот базовые. Потому что очень важно. То есть, вот Галя, например, может запомнить, да? Есть много людей, которым нужно упражняться и именно на упражнениях это все тренировать. Это возраст. И Все просто. нет, нет, не понимаешь, насколько там все плохо, то есть Мюхтен, да. Да. Оля, у меня был на этот счет вопрос к тебе как раз. Давай. Вот смотри. Волен, это их will, да, вот это вот все. Это как аналог английского I would like, прямой, да? Нет. Я I хотел бы.
I want. I want? Да. А möchten тогда что? I would like. А, möchten I would Да. like. Чего у меня ощущение, что я сейчас с инопланетянином пытаюсь поговорить? Ну ти просто слухай, зайку, що тоді запам'ятаємо? Wollen. Это прям сильно хотеть? Möchten? Чуть-чуть. Чуть-чуть хотеть. Он вообще не знал таблицу Haben Design на курсах. Им не давали На этого курсах почему-то. это... Да. Да. Еще хочу спросить, смотри. Так. То есть в каких-то мысли. глаголах устаканивающийся вот это S, SZ, но вот в müssen Это значит, что как бы тут достаточно места, чтобы я запарковался. это я имею право А курить. зачем нам два глагола в одном приложении? Ну как выучить? Да никак. Вот, смотрите, записали модальный глагол. Модальный глагол Геен, шпацирен? Что, все глаголы вот так? шпацирен гейм. Почему оно вот так? Если дословно. Я тебе больше скажу, в предложении «мы хотим пойти гулять» на немецком 3 глагола. Сразу. Wollen, spazieren, Геен. gehen. И надо их вот так вот. И я кажу, чему? Вот так. Ну, как бы. То есть главное понять принцип языка. Поняли? Все. Не поняли? Или поняли? Вы, зайка. Ну, они вообще отлично объясняют. Вот Да, сейчас было прям хорошо. шикарно. Прям. Понятно. Вот прям как надо. Угу. Хорошо, никто не гонит никуда, да, нормально. Лицом об стол не бьет. Неправильно. Ну вообще, все понятно, все хорошо, да. Можно, пожалуйста, Я чемоданчик? запоминаю хорошо, быстро, там, пирожку, чуть-чуть больше времени, ну тут Чуть-чуть. А так-то мы Месяцев на вместе не 5-6. знаем, конечно. Не, ну что. Но мы будем тренироваться вместе как раз. Я чуть-чуть запомнила, и вот мы с тобой потренировались. Так же делаем. Что вы разглядываете мою... Мебель стоит, палисадник, цветы, вот такое. Да. Та ви що? О, давайте глянемо. Наші, да? Ой. Вставайте наверх, посмотрите сюда. Та ви що? Вот так А бывает. ну, куди ставати? Та ви що? О, який у вас сад. Добрий день. Та гортензії, так? Они уже отцветают, к сожалению. А, Они отцветают. Это то, что говорит моя жена. Никогда не узнаешь, кто здесь говорит по-русски. Белые, белых, красных. Это синее и розовое. це ви самі сажали? 25 лет назад. Та ви що? А ви звідки? А? А ви откуда? А? С Молдавии. А, Кишиньов. Да, с Кишинева. Буназила. Мы в Кишиневе были 2 месяца, вот когда война началась. Ой, красиво. И вы 25 лет здесь? В этом доме мы заехали 25 августа 98 года. Сюда? Вот в этот дом? Квартиру, да. А, вы купили, да? Ну да, Ой, молодцы какие, класс. Мы тоже хотим такую когда-то. когда-нибудь. Да, спасибо. Надо работать и экономить немножко. Ага. Лара Ведері. Лара Ведерич. 2 слова, що Анакусій нас навчив по-румунськи. Буназіва і Лара Ведері. Це значить здрасте, до свидання. Так, вот сейчас команду убрать. Это испанский. Давай всі іспанські сюди. Это термин. Потім, щоб воно все в одному місці. Примерно с 19 по 20 или с 19 по 21? 21. С 19 по 21. Я в ахуе от бюрократии немецкой. Ну, в общем, я не очень представляю, как люди, которые не имеют знания немецкого, могут в этом разобраться без специализированной оплачиваемой помощи, потому что я, который знаю немецкий на уровне C1, не могу в этом свободно разбираться. Я не понимаю, я прикладываю очень много усилий от таких документов, но вот мы сейчас заполнили 4 штуки, там по 20 листов, и так каждый раз. Ну, все это сложно на самом деле. Я не знаю, я правда не знаю, что бы мы без вас делали. Как бы мы это все заполняли. Все, покидаю. Спасибо за все. Пока-пока. Обниматься. Ми так раді були, що ви приїхали. Пока-пока. Хоч у нас є Спасибо за зараз все, поки ребят. що куча діл Ой, таких простите, неприємних. обидел. Пока, спасибо. Держите в курсе. Осторожно, обязательно, как же. Вы первые все узнаете. Пока. Может, бутылочку воды с собой возьмете? Не, есть у нас. Пока-пока. Все, пока, ребят. Спасибо.
Розслабся. А где справка? Що тут? Господи, как... Ой, как хорошо. Що тут показує? Ой, это лучше, чем работать. Гектор, дайте мне, пожалуйста, Гектор. Бери. Вот, спасибо. Ты что, по новостям? Що? Китай намагається переконати німців, що вони забагато жертвують заради України. Тю, а Китаю то що? Де Китай, де Україна і де Німеччина? Так, Зая, не читай новости. Та я Сходи в новини клубнику. дивлюсь. Сходи поклонись, зайка. Щось. И так целыми днями какие-то трэши происходят. Проверю, в порядке ли там моя яхта. Угу. Перевір. Смотри, в какие руины он, короче, меня притащил. Угу. А, і тобі треба це відбудувати? Ну, походу, вот моя яхта стоит. А, А вот эта тварь усатая ходит, который купил себе загородный дом. на твої гроші. Ну, видимо, да. По крайней мере, на мои звезды точно. Ай, непроходимый май. А гля, ты что, еще раз хочешь меня сбросить? Ой, хорошо. Хорошо. Да. Сейчас я еще минутку поваляюсь, пойду в душ, Заюшка. Угу. А ты мне морковку скрутишь? Угу. А себе? А в мене там бичок. Тогда я твой бачок заберу. Добре. А еще кисень мне надо постричь. А, пострижемось коли. Только Завтра? не сегодня. Ні, ну сьогодні вже все. Завтра може. Мяка, М? я тебя люблю, Заюшка. А я тебе люблю, лапушку. Иди сюда. Путь. Нравится? Очень нравится, очень много красивых, интересных мест. Есть что посмотреть, не то, что у нас. Ну, у нас, конечно, тоже есть красивые места. Ну, в Украине, где я был, в Одессе был, А, ну там, де в ти Киеве був, ти был. ну давай. Вот. А у нас особо как бы там нечего. Если Що, в Одесі другие, нема що подивитися? ну, знаешь, когда привыкаешь к этому месту, уже все надоедает, ты это видел 1100 раз, проезжаешь мимо, и уже неинтересно. Это я маленький, когда был. Мы с мамой у бабушки были. И шли там от Волги, короче. Ну, непонятно, так все равно будет. И там такие домики были двухэтажные. И они мне всегда почему-то нравились. Хотя они были обычные просто домики. И я маме как-то сказал, я говорю, вот бы посмотреть, какие там квартиры. А мне было, ну, может, лет 6 плюс-минус. Она говорит, не вопрос, сейчас посмотрим. Я так смотрю, мы заходим в подъезд, мы подходим к квартире, по-моему, на втором этаже, но могу соврать. И мама стучится в дверь. Оказывается, там какая-то бывшая школьная эта самая одноклассница. И говорит, меня, говорит, ребенок захотел посмотреть, какие здесь квартиры. И я вот все время думаю, может быть, и сейчас так можно? Можем посмотреть вашу планировку? Тут же наші однокласники живуть. Ну что? Так він завітрив, він ж з іменами ходить. Вы что думали, беженцы вам насрано на асфальте? Нет. Бокалы стеклянные с собой А возят. що? Щоб красиво. Куди нам? Давайте виходимо. Що? Уходим. Рюкзаки. Ой, о, привіт. Аня! Ничего себе, ты нарядный. Боже, красотка нарядная. И ты тоже. Да я вообще весь такой нарядный. Не, ну а на косі Смотри, у нас взагалі. одинаковые платья. Да. Вот А на читаем. косі взагалі реєстратор ЗАГСа сьогодні. Что-то, которую захватили студенты, и теперь вот она Самозахвачена. рассказывайте ничего без меня.
Говорю, это вот общага, я не знаю, или какой-то комплекс, который захватили студенты, и теперь они вот там... Студентица. Студенты, да. Ага. А мы можем что-нибудь захватить? Тоже дом какой-то. Ні, ну давай в Висбадені захопимо. Що Не, нам? ну это понятно. Что ты? Добро. Классно. А, нет, это... Це сумка була. Это пуфик чи что? Гля, Куся, ваза. Смотри. Вон час. Костя, зачем тебе ваза? Нет, спасибо. Нам вазить нечего. Вон тарелки. Кость, чемодан ты хотел, Костя. Не надо. Не надо. Печеньку точно не хочешь? Там 2. Не хочу, спасибо. А ми завжди добро отак дивимося. А вдруг що корисне? Вдруг нам Кузя, треба. вон ты хотел тумбочка стоит. Ну ми звідси не попремо ж тумбочку. Кто знает? Я люблю все такое. Я, в принципе, люблю готику. А еще я люблю древнетику и развалетику. Чем развалистее, тем мне лучше. Ну, в общем, церковь у них чаще всего была Мария. Ну, то есть, как бы, все церкви, Ладно. они церкви Святой Марии, Ага. официально называть, как бы, церковь Мгм. Святой Елизаветы. А это ее статуя. Нет, Ні, это, не её, це ж это Мария. Багамать з дитиною. Да. Sei gepriesen für jedes Volk der Erde. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar. Sei gepriesen, in Ewigkeit gepriesen, denn du bist wunderbar. От служби не люблю. Почему? Та не знаю, що то я не розумію, що кажуть, а коли розумію, то не знаю, я не знаю от цих текстів, там що. Та так посидіти, як елемент культури люблю зайти, о, красиво, так. А на службі сидіти не люблю, мені, якщо чесно, скучно це. Сидіти, от це слухати з таким обличчям, типу, мені теж все подобається. Мені подобається, але мені скучно. Если говорить о том, что верю я в Бога или нет, да, я верю. И всегда верил. Нет. Не всегда. А когда поверил? Это давно. Наверное, после смерти мамы. Когда я сначала злился ужасно на мать, за то, что она меня бросила, и на Бога. Наверное, вот так оно все и... Да. Как-то завязалось, закрутилось. Думаю, а поверю-ка я в Бога немножко. Готфрид фон Холлингхаузен. Ага. Я так и думал, что это Готфрид фон Холлингхаузен. Я так и понял сразу. Сразу узнал? Да, я думаю, точно, это, наверное, Готфрид. А, да, Готфрид. А про що ти? Про фон Холлингхаузена. На кожному домі свій герб. А-а-а. В кожному домі був свій князь. Вон там открытый балкон, І там живуть. и всякие там... І тут живуть. Куда? А, ну зайди, зайка. О, порублю розпродажа. Гля, Куся, порублю розпродажа вещей. Идем. О, може там що-то нам надо? Ну да. Идемте посмотрим. Моя проблема в том, что я когда вижу вещи, я не могу мимо пройти. Если они мне нравятся, я должен туда зайти, посмотреть, померить. Если мне нравится, естественно, я возьму. Основная проблема, от которой я не могу отказаться. От еды еще могу отказаться, от вещей нет.
la gente de esto no se enterará. Después de decir un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Ой, красота. Вы посмотрели уже побольше, как вам Марбург всем троим? Да классный Марбург. Марбург. І все не роздивишся за один раз, отак туди-сюди, всюди очі розбігаються. Клас. Не, надо будет еще приезжать. Ми таке любимо. Вот эти два козла пошли, говорит, может ёбнуть их? Не, я не слышал. Не слышал? Кого А что за нас? козлы? А вот эти двое. Кого йобнуть нас? Нас, За нас. що? Булочко. Не не надо. Зайко. козлы! Булочко. Вы там ёбнуть кого хотели? Уебан, блядь! Зайко. Що таке? Что такое? Недоразвитые вот эти два. А кто Говорят, там? типа, может ёбнуть их? Кого, нас? Вот, да. А за що? Ну, не знаю. Ну, я так понимаю, им не понравилось то, что у нас один гей, а другой я. Тю. Нас взагалі-то 5, ми накинемося і будемо так. Ну, не знаю, що ми їм зробимо, звісно, ну. Ну, подойди, скажи мне это в лицо. Для начала можешь попытаться обосновать, если успеешь. Просто он сказал, мы как раз сворачиваем, и они ж на углу. Может, их ёбнуть? Я говорю, себя ёбни. А, ну вот, она косит уже нас. Кошки не похожи на людей. Кошки – это кошки. Люди носят пальто. Кошки часто ходят без одежки. И нечего фото почти нашего кота. Чуть-чуть не нашего. Обучены писать стихи. Им плевать на разные бумажки. А вот эту вот мою любимую можешь? Какую зайку? Которая твоя любимая. Давайте обниматься сразу. Спасибо за все. Да. Было вкусно. Ой. Классная у вас хата, вы молодцы. Ой, Всё, спасибо, да. Спасибо за всё. Какая экскурсия про церковь, ну, так Увидимся. интересно было. Кись, может покурить? Покурить хорошо, мы тебя подождем. Вот. На табак перешли. Ну, давно, правда, с началом войны. Потому что в Украине же обстрелы, бомбежки, все закрыто. Там завезли в табачный магазин табак, ну вот табак и покупали. А потом поняли, что это лучше, потому что, оказывается, от сигарет воняет одежда, пахнет вот этим, а от табака нет. Курение используется как способ отвлечься, как способ передохнуть и привести мысли в порядок. Чаще всего это происходит, когда нервничаем. Это прям вот такой лакмусовая бумажка. Если мы часто курим, значит мы нервничаем. Собственно, ну и плюс мы курильщики, в принципе. 2 раза в час мы курим точно. Ну так. Моя Те, жена... що не випускаючи, ну 2 рази на годину. Так. Ну, моя жена говорит правильно, что курильщик – это тот, который может не поесть, но не покурить он не может. Ну, так. Я забыл, какой номер. Спасибо. Почему тут все 3-значные, а у нас 4-значные? Нет, Мы как всегда особенно. це кімната, раунд. Раунд. Спасибо. А то я уже подумал, что мы всегда особенно. Ну, можливо, і так, я вже дивлюсь до нього. Хмурый, потому что ничего не решилось. Вообще ничего не решилось.
Ну, я не знаю, непогана ситуація чи погана ситуація. Ні, непогана ситуація. Я просто не понимаю, что им нужно еще. Ну что вот им еще нужно? Нам ехать-то некуда. Ну, мне вот, например, мне возвращаться некуда. И мне некуда. Смотри, что у нас получается. В Россию мы не можем вернуться, потому что ЛГБТ, потому что child free, а это уголовно наказуемо сейчас в России, потому что наша политическая позиция не совпадает с преступным государством, которое уничтожает мирное население Украины. В Украину мы не можем вернуться, потому что у меня российское гражданство. На початку війни ми були в Москві, Росії. Поехали в Белгород, потому что ближайшая граница через Белгород. Денег у нас не было на то, чтобы ехать в обход как-то там через Польшу, через что-то. Ну, плюс у меня не было никаких виз, и сейчас-то у меня их нет. Вчера была очень сильная гроза. Прям очень сильно ночью Зая уже спать легла, а мне не спалось там что-то. Ну, не спалось, короче. Духота и гроза, и... Думаю, ну, я закрыл окно одно оставил, думаю, чтобы не сильно громко было. И в какой-то момент оно так сильно шарахнуло этот гром, что, ну, ощущение, что прямо вот перед окнами вот это все произошло. Зая подскочила на кровати, говорит, воздушная тревога, надо собираться. Я говорю, нет, Заюшка, нет, спи, никто не бомбит, это просто гроза. И ты понимаешь, что это всегда уже будет с тобой. Да, постоянные обстрелы, там уже просто стало невыносимо. Когда ты понимаешь, что у тебя уже сердце бьется не то, что в горле, а уже просто глаза выдавливают ударами. Я говорю, Зай, надо уезжать. Я тебе сейчас покажу, что у нас есть. А у нас есть много чего. У нас О! Вот центр. Ми тільки 3 дні на курси відходили, ще поки ми не знаємо всіх слів, так що вже. Хорошо. Это просто, ну, про датан шут, что вы разрешаете им хранить, использовать свои данные, вот это вся хуйня. Ну, как бы мы, знаешь, на что это самое. Нам скрывать нечего, поэтому, да ради бога, лазите где хотите, смотрите про нас, что хотите. Где мое счастье несет ведро воды. Так, Егорчик, давай, это ты. О, какая красота. Так, Галь, для начала, с простого, вот здесь и вот здесь распишись. Если спросят, кто ты такой, скажи переводчик. А хто спросить? Хаусмастер кто? О, а вот і Кося. Нела, hello. Post for us, no? Русанова Стоун. О, що-то є. А Стоун? Ок. Більдафондерунг. Ага. И что с этим? Не знаю. Фотографию? Пришло что-то. Фотографию, мабуть, приклеювати, да. Зайка, ты, а то у меня руки под нож заточены. Ще до війни, до нашого знайомства я кожен день займалася обрізкою цих фотографій, коли людям на візи клеїла. Уже не надо. Тому що ясно, що тут спокійне життя. Тут люди вийшли на роботу, у них є випадок, приїхали біженці. Так, так і так, список документів. Будь ласка, принесіть, ми вас оформимо. Все, є регламент. Ясно, що вони по ньому діють, по тому регламенту. А тут відходження, причому не тільки сюди на один крок, а отак от всюди відходження, від всього абсолютно. І тому люди не знають, що робити. Вони кажуть, от вам стандартна ситуація, дійте по ній, а нам вона не підходить. І от
Це треба якось владнати цей момент. Да, булочка? Да. Угу. Що? Я просто думаю, что про позывной булочка. А, ну це можна ж обрізати. Да там надо тогда все просто вырезать. Тебе не нравится позывной булочка? Там одни булочки и пирожки. А что, тебе это не нравится? Ну, как тебе объяснить? Оно нормально для домашнего использования. Там, ну, как бы. А когда ты, допустим, в магазине, и тебе откуда-нибудь кричат «Булочка!», ну, блин, и так видно, что я не сосисочка. Ну, еще булочка. Такое, значит. Нет. Ну, это тебе нет. А мне да. Я же другой человек. Ну, я знаю, ну добре, я не буду казати. Зая не любит, когда я так делаю. Говорит, Бяша теряет свое обаяние. Правда. Он становится похож на я не знаю на кого. Он такой сразу становится: я не хочу смотреть на этот мир. Верните мне назад мою шерсть. И потом становится снова суровый такой. Бяха. И Егорыч нам подарил Хрюшу. Его зовут Гектор. Бяша, ой, и Рекс. И пирожок. Она идеальная. Это правда. Ну, вот для меня это абсолютно идеальный человек. Во всем, в чувстве юмора. Она очень умная. Она просто очень умная, действительно так. Она идеальна. Ну, якщо в тому плані, що я все сама на барикади кудись, ні. Я ото не вмію. Я більше як підтримка, може, ото для Алекса тил. Так, як на ешафот ідемо, то аби хоп, ауслендер біхьорде. Міграційна служба, яка ніяк не може нам 5 місяців поспіль, 5 місяців повних оформити хоч якісь документи. Посміхаюсь, намагаюсь, щоб же ж було весело і класно, але документи це ой. Что вы делаете? Ховаємо труп, знайшли же ж жучка. От, йому треба от. А цвітов ніде нема, так? Гинка – это, ну, реликтовое дерево, короче, тыры-пыры, не буду рассказывать. Гінка білоба – це саме старе дерево на світі, яке пережило навіть динозаврів, єдине. Смотри, какой дом. Вот не проходи мимо, крути головой по Ну, сторонам. 1901 рік, ти бачиш? Да, это 1901. Навіть от, а вон там написано на горі. Ми завжди придивляємось до всіх оцих деталей. Хорошо, что здесь пишут. Слышишь? Тихо. Тихо, я сказал. Машину он там заводит. Это хурма, господа. І дами. И дама. Гляньте, хурма настояща. Тихо, тихо, Зая. Колючая проволока. Ні, вона не Если моя жена решила что-то, чего-то, то ее ничем не остановишь, даже колючей проволокой. Ні, ну це... І бігають
якого ми сьогодні... Свою фамилию не вижу. Ты не видишь? Ну, бач, немає. Наших нету, да? Наших немає. Значит, не тут мы еще пока живем. На жаль. И вот она уехала 29-го, и до сих пор вообще никаких. А хто їм таке сказав, що на кордоні з Україною? І що Ні, не з Україною. Вони ж у Росію поїхали. Та ви що? Да? Вона ж говорила в Кривий Рог. Вона ж казала, що у Кривий Ріг. Вона скривала. Та ви що? А я вважаю, звісно, Алла б вона б нікуди не поїхала, тому що по їй видно, вона так переживала, у неї таке давлення сумасшедше. Угу. І з дочкою у неї, звісно, не лади, вона каже, до драк доходить. О, Господи. Да, Та не ви дай що? Бог, звісно. Я От. І Ага, клопса смородина. не знаю, як. Не знаю, як. Скрізь мене. Поїздили, да? Ну, добре, що ми. А ми отам. Справа Ми просто у вас гуляємо по вашій. Да, ми ще тут гуляємо. Да. Давайте. Всього Дуже хорошого. раді були вас свидання. зустріти. До До побачення. От, оця жіночка, що ми якраз про неї згадували. Да, это вот, который мы говорили, второй огород. Да, той, що другий огород. За мостом. Мамочко. Мама! Добрий день, мамочко. Прийшли з міграційної, Єгор приїхав, допомагав нам, перекладав же ж. Здрасте. От, режисер кричить. От, оформили нас нарешті, видали посвідки, все. Ну, тепер інша... да, там просто еще сами карты надо будет получать за 9 числа. А пиріжку там трошки пізніше. А так все нарешті оформили, все провели по всім базам, сказали, що нема у вас проблем ні з громадянством, ні з чим. Там треба трошки побігати ще, ну то вже не критично. А так все, поставили нас на контроль в Німеччині. Завершилася епопея оцього періоду. Ото тобі зараз голосове же ж обрадувати пишемо. Мама, любим вас. Цілуємо, любимо тебе, мамочко. А как у вас? Мы ужасно по маме скучаем, просто ужасно скучаем. И так хочется ее хотя бы на пару дней. Мама сейчас на тревожном, ну как сейчас, она в принципе последние полгода конкретно сидит на тревожном чемоданчике. После Авдеевки. После Авдеевки, да, и сейчас они приближаются все ближе и ближе, эвакуация Покровска. Сказали Краматорску, Славянску приготовиться, и мама на этом всем, ну там, собственно, и прилетает периодически в город. І, ну, в общем, така ситуація. Мама хоче бути вдома, ясно, що вже нажилась по закордонах, і хоче бути в своїй країні, щоб ніхто не міг сказати, що ваше гражданство нам не підходить, або понаїхали сюди, або щось ще, а хоче бути вдома. Она постоянно, фактически, постоянно, конечно, она это скрывает, но она плачет из-за этого довольно часто, что она и дом не хочет оставлять, она только начала хоть какой-то там ремонт делать, где-то покрасить, где-то что-то поделать. Хоча б жити для себе, так. Да, что она вот, сама для себя. А не кожен день боротися за існування, за кусок хліба в еміграції важкій. А смысл в том, что война не дает расслабиться. Ну так. Ні, все нормально. Єгор приїхав і цілий день же зйомки, так що... Здрасте. Єгор. ви ще зайняті, так? Ну, Ні, все, ми не все хорошо. зайняті. Ми не зайняті, не дуже. Ну просто що Єгор приїхав. Егор кричит «Здрасте». Да. Так, под меня скажите здрасте. Ага. Все тогда, все. Все У вас все нормально, мам? Все нормально, мам? Да, все хорошо. Не голодні, все хорошо? Да я тебя умоляю. Все, до завтра. Всё, Хорошо, пока-пока. цілуємо, До завтра, мам. мамочка. Ага, пока-пока. Пока-пока, цілуємо, мамочка. Мои мечты, их не изменить, где бы я ни находился. Я хочу свой ресторан. Хорошо, не ресторан, кафе.
Это просто неотъемлемая часть, видимо, меня. И пусть это будет даже не мой ресторан, ладно, там, совладельцем, там, или кто-то придет и скажет: Алекс, слушай, у тебя шикарная вообще идея есть по поводу открытия заведения. Давай, вот, хорош, открывай. І я такий: да, все, ми відкриваємо. Якщо Петро збагатішає, ми комусь буде колись потрібно, от як нам було потрібно, коли нам допомагали, то щоб і ми мали змогу отак відповісти комусь, щоб теж людина якось, ну може не трамплін, а хоча б якось собі доріжку проклала цим. А щоб допомагати фінансово, нужно спочатку... А щоб допомагати, треба, щоб була хата своя, було своє кафе, щоб ми могли сказати: о, от людям потрібна допомога, а ми маємо змогу її оказати. Ну, у нас конкретная идея по поводу кафе. Мы его между собой называем 3 стола. То 2 стола, то 3 стола. Смысл в том, что неважно, сколько будет там столов, но там всегда будет один свободный стол для тех, кто хочет есть, но у кого нет денег. Там всегда будет это место. Это обязательно. Ну так. Тому що всяке в житті буває. І ми всі бачимо, що воно буває і як буває останні 2 роки. І щоб, якщо комусь потрібен там, чи шматок хліба, тарілка супу, ну, щоб вона була. Ты моё. Ук. Ты моё. Да. Отгадай, що? Це наше весілля, свадьба. Да, Лиза? Ага, таке смішно. Ну, это... Це карантин еще коли був. Это наше первое совместное фото. Мы познакомились, я не знаю, я до сих пор говорю: Зая, боже, как ты это вынесла. Там же ж вообще такой трэш был в начале. Просто... И вот это вот все, это, ну, это любовь. Это просто любовь, которая... Вот это вот все твое напускное, ну, говно, которое из тебя лезет, чтобы вроде как и не сильно близко подпускать к себе человека, оно потом просто уходит, и все, остаешься ты. Я говорю, что Зая — это тот человек, который сделал из меня то, что сделал. Ну, то, что сделала. Потому что, ну, то, что видят окружающие, какой я. Потому что получился какой-то, иногда говорит: ты у меня кисель. Ну, почему? Меня сначала это все очень сильно напрягало. Думаю, блин, я большой, сильный, и ни хрена я не кисель. Це ж не означає, що... Ну нет, с кисей я действительно кисель. Я такое вот, что-то все время такое... Как вот с собачкой я общался сегодня. Вот так я общаюсь. Ну, раньше, конечно, это было все очень странно. Я вообще был... Я же говорю... Такое ощущение, что до Киси у меня вообще вот не было жизни. Она была какая-то другая, непонятная мне совершенно. Но при этом она была. Я вообще сильно себе жизнь попортил, на самом деле. Я такой человек. Я не упрощаю себе жизнь. А вот сейчас я начал стремиться к тому, чтобы все было хорошо. Чтобы не усложнять ничего, чтобы вот просто хорошо. Отримувати задоволення від цього життя. Да. Я научился принимать любовь. Я научился верить. Я научился тому, что человек, ну, не предаст тебя. Ну, опять же, наверное, научился верить. У меня есть семья, которую я люблю, которая любит меня, которая не прячет меня, не рассказывает о том, что да, это моя подруга с работы. Ні, ніколи так не було і не буде. Жодного разу так не було.
Ну, мама, я же говорю, мама так и сказала, теперь я твоя теща. Та ні, ну мама у нас прекрасна. Ну, я просто за свою жизнь привык к тому, что это моя подруга с работы. Это моя подруга с этих самых, с института. Это там, я не знаю, еще кто-то. Для кого-то там троюродная, пятиюродная, двадцатиюродная сестра там. Ну, а боже упаси, там, родители там. И в качестве кого это вы тут вместе живете? Ну, человеку негде жить. Почему я не могу приютить у себя? Да как вы задрали все, господи. Це тобі доля винагороду дала за всі страждання. Да, прям страдатель, смотри тоже. Страдатель. Сам себе жизнь-то портил. Ну, так все одно, знаєш. Коли людина одна, нема до кого прихилитися якось, то вона може робити неправильний вибір колись. І прихилятися до будь-яких людей, але то може бути не те, що треба. Ну, надо же об этом сразу соображать. Так, это не те люди, надо отсюда... А як ти можеш це збагнути, коли в тебе нікого нема, хто підказав, хто б тебе підтримав? Ну, голова-то на плечах-то... Ну, голова для то чего-то же є. нужна. Ну, нужна. Что-то мозг вообще жиром заплыл. Нічого там не заплив. Не заплыл? Ні. Да? Вот в ухо, если подуть, не чвакает? Отак, отут музика, так. Это жир. Ну, що ти кажеш? Правда. Ні.